Всем привет! Сегодня я расскажу вам про 27-ю версию Archicad. Что в ней появилось нового, и вы поймете, нужно вам ее скачивать, устанавливать на свой компьютер, или можно продолжить работать в старых версиях. Давайте начнем с разбора самой нашумевшей фишки. Это позиционирование новых элементов. Вот здесь у меня открыт стандартный файл Archicad. Я его даже не сохранял, просто без имени. И я покажу, где достать эту первую фишку. Открываем параметры, окружающая среда и нажимаем дополнительные параметры. Здесь вот у нас появляется такая вкладка. Если она у вас будет закрыта, то посмотрите вот здесь вот экспериментальные функции. И нажимаем, вот здесь галочку ставим «Включить привязки расстояний». Нажимаем ОК. Теперь посмотрим, где ее можно применить. Ну давайте, у нас здесь есть 4 стены и разместим дверь. Выбираем инструмент «Дверь». Наводимся, и у нас появляются вот такие вот две привязки. Расстояние до левой и до правой стены. Можем нажать Tab и ввести здесь, например, 2000. Все, остается только выбрать, куда у нас будет размещена дверь. Давайте разместим вот сюда. И еще одну фишку сразу расскажу. Новая появилась. Берем нашу дверь за центр, ставим сюда и, предположим, мы хотим разместить ее ровно по центру нашей стены. Ну, вообще можно, да, вот так вот найти центр стены и поставить, тогда у нас числа будут равны. Но еще появилась новая фича, что можно взять дверь, довести вот так вот до другого края, нажать на клавиатуре 2 и разделить. И она у нас станет ровно по центру. Также можно делить на 3, на 4, на сколько угодно частей. Что касается привязок. Давайте еще спозиционируем окна. Убираем. И вот так вот смотрим, например, зададим ему расстояние 500 от этой стены. Ставим. И другое окно тоже. Выбираем и выводим здесь 500. В принципе, довольно удобно, где-то найдет свое применение. Не придется вот так вот измерять, сколько у меня здесь до стены. Эту фишку легко отключить. Также заходим в параметры, окружающая среда, дополнительные параметры и снимаем галочку. Все, нажимаем ОК, теперь у нас ничего не привязывается, все по-прежнему. Теперь переходим к следующему нововведению. Это менеджер проектных вариантов. Он у нас находится вот здесь внизу в табло оперативных параметров, справа от реконструкции. Щелкаем на это окошко, и у нас выходит менеджер проектных вариантов. Есть левая часть, правая часть, и чтобы начать с ним работу максимально быстро, вот здесь щелкаем плюсик, и создается новый проектный вариант. Создадим еще один, пусть называется так, как есть. Если, кстати, хотите видео более полное по менеджеру проектных вариантов, пишите в комментарии, и я сниму видео, в котором рассмотрю возможности его применения. Нажимаю ОК, и у нас созданы два проектных варианта. Вот у нас появилось такое окошко, возможно, оно у вас будет сжато. Спокойно вот так расширяйте, как вам удобно. Здесь открываем на стрелочку новый набор вариантов, и у нас есть два варианта, которые мы создали. Выбираем первый, открываем ему глаз, и сейчас покажу, как это работает. Давайте представим. Мы хотим сделать еще внутренние перегородки. Давайте выберем какие-нибудь блоки, вкладочные заполнения, и толщину ему 100 мм. И предположим, вот такая вот будет у нас первая планировка. Как-нибудь. Вот. Теперь мы берем мышь, выделяем эти стены и вот здесь нажимаем повторно связать. И привязываем вот эти конструкции, которые мы создали, к нашему первому проектному варианту. Связываем, и они становятся вот таким вот затененным серым цветом. Это как раз регулируется вот этой галочкой. Можем ее снять, все вернется как и было. Можем обратно поставить, сделать немножко пожирнее, чтобы было различимо на экране.
И теперь можем включить второй вариант проектный. Здесь, видим, у нас ничего нет. Также выбираем стену. И здесь уже начертим ее как-нибудь вот. Ну вот так, допустим, да? Просто. Пусть будет. Также выделяем указатель. Выбираем наши стены и связываем со вторым вариантом. И вот так вот вы можете переключаться между планировками. Первая, вторая. Ну и подробнее я расскажу уже в другом видео. И когда вы определились окончательно с вашим финальным вариантом, вы переходите в менеджер и здесь нажимаете принять и объединить. Все остальное пропадает и остается только тот вариант, который вы выбрали в итоге. Все это закрываем и рассмотрим следующее нововведение. Оно касается моих любимых каталогов. Заходим, например, в каталог стен, не создаю никакие новые, все стандартно, и можем вот так вот выбрать любую из наших ячеек, и видим, здесь у нас появилась новая окошко, фон. Мы можем раскрасить наши каталоги, например, если они слишком большие, то можно немножечко разделить, чтобы глаза не путали, какая строчка к какому столбцу относится. Выбираем вот здесь вот цвет. Например, можно выбрать какой-нибудь вот такой, чуть потускнее. И нажимаем ОК. Все, и у нас окрасились наши строчки. Это скорее не про функциональность, а про эстетическую составляющую ваших проектов. Также можно окрашивать ячейки. Выбираем ячейки и поставим им просто сероватый цвет. Все, окрасились другие строки. Еще можем окрасить вот заголовок. Тоже выбираем и поставим ему какой-нибудь вот такой цвет. То есть, видите, у нас каталог приобретает совершенно другой вид. И поехали дальше. Возвращаюсь на план и скажу про реквизиты. Вот у меня отдельно выведена панель. Добавили возможность разделения по папкам практически всех реквизитов. То есть слои в 26-м архикаде уже появились. Если вы работали в 25-м архикаде до этого и не знаете, что слои разделены по папкам, и вы можете сами создавать папки, сами разносить слои, то, пожалуйста, ознакомьтесь. Это очень классная функция. Есть поисковик слоев, если у вас их слишком много. Поэтому работать стало гораздо удобнее. Так, здесь окей. Линии тоже можно сортировать по папкам. Это удобно для тех, кто это часто использует. Также штриховки добавили. Можно разложить по папкам. Например, применение может быть... Создадим папку. Назовем ее для плитки. И в эту папку можно закинуть штриховки, вот сетки, допустим. И то есть вы проектируете, хотите назначить вашему перекрытию штриховку для плитки, открываете, и вам не нужно искать в этом огромном списке. Можете просто здесь выбрать. Ну, это, конечно, если вы работаете там не в своем шаблоне, который вы знаете наизусть, а так просто можно ввести поиск штриховок и также все выйдет. Полезная функция для тех, кто научится ее применять. Можно сказать, архикад стал рай для перфекциониста. Все, нажимаем ОК. Строительные материалы тоже разложены по полочкам, по папочкам. Все удобно. При этом в каждом из реквизитов можно использовать старый подход, просто списком. Кому как удобнее. Дальше смотрим. Многослойные конструкции тоже все разложены по папкам. Перья, кстати, нет. Не затронули еще пока что. Покрытие. Наконец-то ввели поиск покрытия. Если я не ошибаюсь, в 26-м архикаде он тоже был введен. И когда у вас огромный список покрытий, здесь всего лишь стандартные, когда во время работы вы нарабатываете себе список разных покрытий для стен, краски, плитки, линолеум и так далее, удобно очень все ввести здесь в поиске. То есть, например, плитка, и вот ваши плитки, пожалуйста, высвечиваются сразу. Просто супер. Спасибо тем, кто это сделал. Нажимаем ОК. По поводу профилей. Их тоже разложили по папкам. Очень удобно. И есть еще одна очень классная особенность. Параметры, сложные профили.
и импорт стандартных профилей. И здесь мы можем выбрать страну, в которой мы живем или проектируем для которой, и выбрать здесь стандартные значения для каких-либо типов профилей. И импортировать их в свой проект. Так, добавить к проекту и нажать импорт. Он появится у нас в проекте. Нажимаем импорт, переходим в сложные профили. Здесь. Вот так. И вот у нас появился, по-моему, он. Да. Новый сложный профиль. Еще по поводу нововведения для визуализации в Archicad. Переходим в 3D окно, открываем параметры, окружающая среда проекта, дополнительные параметры. И здесь в экспериментальных функциях также включаем активировать физическую визуализацию в 3D. То есть здесь у нас, видимо, переработан движок другой, и это улучшает качество визуализации как и в открытом 3D окне, так и при визуализации вашего объекта с каких-либо ракурсов. В общем-то, из особенных нововведений это все. Так что вы можете сами решить, посмотрев это видео, нужно вам скачивать 27-й Archicad или вы будете нормально справляться в предыдущих версиях. Лично для меня, скажу так, что 27-й Archicad становится полезен именно тем, что здесь появился поиск покрытий, поиск по строительным материалам, по слоям, многослойным конструкциям. Это, конечно, занимало довольно много времени. До этого я работал в 25-й версии. Там такой функции не было. Единственное, что когда вам нужно передавать файлы вашим смежникам, часто просят 24-ю версию, 25-ю версию Archicad. И если у вас на компьютере не держится несколько версий Archicad, придется, наверное, либо искать какие-то пути передачи этих версий, либо все-таки оставаться работать в предыдущих. Но вот для себя я решаю, что 27-я версия Archicad впереди, есть поиск, и буду пользоваться ей. Подождем, когда все эти экспериментальные функции наладят, доведут до идеальной работы. Посмотрим, может это случится в 28-й версии Archicad. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Пока.